Всем привет! Предлагаю сегодня приготовить классное блюдо, очень простое и очень пятничное. Домашний рамен с индейкой. Рамен хорош насыщенным бульоном и тем, что овощи не подвергаются термической обработке. Бульон из индейки я буду варить в мультиварке. Вы можете приготовить и в обычной кастрюле. 2 небольших голени индейки я заливаю 2 литрами очищенной воды. Если вы будете готовить бульон из одной голени, соответственно, воды вам потребуется меньше. На такой объем столовая ложка без горки соли. Ставлю на режим варки. Пока готовится бульон, я отварю яйца. На одну порцию потребуется половинка яйца, у меня 6 порций, одно яйцо запасное. Добавляю в воду соль для того, чтобы яйца лучше чистились. Пока все варится, я порежу овощи. У меня не так много овощей в холодильнике, я возьму морковку, половинку красной луковицы, вот тут у меня завалялся болгарский перчик в морозилке, можете взять свежий. Овощей много не надо класть. Суть рамена именно в том, что овощей не слишком много. Они дополняют общее блюдо, но не перебивают основной вкус бульона. Отличительная черта рамена в том, что специи добавляются уже в готовое блюдо, но никак не при варке бульона. Морковь можно порезать соломкой, можно потереть с помощью корейской терки. Конечно, с помощью терки у вас получатся более ровные, красивые ломтики. Морковки надо чуть-чуть, небольшая щепотка на каждую порцию. Лук режу полукольцами, стараюсь резать очень тонко, потому что варить мы его не будем. Болгарский перчик также соломкой, очень-очень тонкой. Большое разнообразие зелени в рамене будет лишним. Я предпочитаю кинзу, но так как часть семьи у меня не любит ее, я также режу и петрушку. Половина порции у меня будет с кинзой, половина с петрушкой. И я беру только листики, а хвостики выбрасываю. Режу крупно, не мельчу. Вот такая тарелка с овощами для сервировки готового рамена у меня получилась. Отставляю пока в сторону. Яйца после варки заливаю холодной водой. Бульон тоже сварился. Из бульона я достала мясо индейки и срезала с костей. Кожу я тоже убрала. Яйца остыли, теперь их надо просто почистить. Лапша для рамена варится отдельно в большом количестве воды. Я добавляю сюда столовую ложку соли и буду использовать вот такую лапшу удон. Это рисовая лапша, плоская. При варке лапши я добавляю немножко кунжутного масла. Главное не переварить лапшу, ее лучше немножко не доварить, потому что пока она постоит, она все равно доготовится. Лапша готова, я не буду сливать воду, я буду сразу раскладывать ее в порции. Итак, теперь собираю порцию. Можно, если вы переживаете, чтобы лапша не слиплась, можете добавить немножко бульончика сначала. В первую очередь мы кладем лапшу. Потом добавляем кусочек мяса. Теперь немножко овощей. У меня это красный лук, болгарский перчик и немножко морковки. Ну и, конечно же, зелень. В таком виде порцию нужно залить кипящим бульоном. Можно просто горячим, но если вы зальете кипящим, то будет вкуснее. Сверху кладем половинку яичка. Вот так аппетитно выглядит порция рамен. У меня тут вариант с кинзой. Мы едим рамен палочками, но можно использовать ложку или вилку, как вам удобней. Сочетание свежих хрустящих овощей, упругой лапши, насыщенного крепкого бульона и пряной зелени – это именно то, что мне нравится в этой лапше. Приятного аппетита! Если хотите больше вкусных рецептов, подписывайтесь на мой канал, ведь рецепты на нем выходят 2 раза в неделю. Предельно просто приготовить такую лапшу. Вы побалуете себя и близких, и к тому же это блюдо очень полезно.